Если вы уже подписаны на мой канал, то знаете меня в первую очередь как изобретателя головоломок. Но, кроме этого, я еще и коллекционер. В описании ролика будет ссылка на подробные каталоги моих коллекций. А сегодня я хочу рассказать и показать вам мои любимые головоломки с пересекающимися кругами, которые выпускались серийно. Я уверен, что некоторые из них вы никогда не видели. Начну я с головоломки ротоскоп. Изобрел эту головоломку француз Рауль Раба. Первоначальное название головоломки – токеноскоп, но компания Pentagle переименовала головоломку в ротоскоп, и сейчас головоломка известна именно под этим названием. Это вторая головоломка с пересекающимися кругами и в принципе одна из первых шарнирных головоломок. Рауль Раба подал заявку на патент в 1977 году, то есть еще до мировой известности кубика Рубика. Было выпущено несколько вариантов ротоскопов. Головоломка двухсторонняя. С одной стороны у всех вариантов нарисованы кольца Боромео, а с другой разные изображения. У меня в коллекции есть два варианта со змеей и с головой мужчины. В конце этого ролика в разделе отсутствующих у меня головоломок, которые я разыскиваю, я разместил изображения еще нескольких вариантов ротоскопов. Головоломка очень тонкая, она ощутимо прогибается, но при этом все равно очень хорошо вращается. А вот так выглядел патент на первую головоломку с пересекающимися кругами. 1899 год. Впечатляет, не правда ли? Были ли какие-то физические реализации этой головоломки, неизвестно. Впоследствии было выпущено множество подобных головоломок. Сейчас я покажу вам самые интересные, на мой взгляд. Советская головоломка «Квадратура круга». Название и описание на латвийском и русском языке. А вот как называется эта головоломка, я так и не смог выяснить. Я приобрел ее в Венгрии. На обратной стороне есть много разных надписей, но вот названия нет. Интересно, что габариты у этих головоломок абсолютно идентичны. Современная головоломка под названием Twin Spin. У меня есть один вариант, но, насколько мне известно, было выпущено около 5 головоломок с разными изображениями. Так, похоже, производитель компенсировал простоту головоломки сложностью ее распаковки. Очень классная фишка. Съемная нога, позволяющая устойчиво поставить головоломку на стол. Следующая головоломка выпускалась во множестве вариантов со множеством названий. Я обычно называю такие головоломки или Engels Enigma, или Puzzler.
У меня в коллекции есть два пазлера. Этот экземпляр никогда не вращался. Перед началом использования нужно отломать вот эту прямоугольную пластину. У меня она на месте. А вот мой второй пазлер. С обратной стороны изображены три варианта расцветки. Как видите, мой первый пазлер называется Avenger, а этот Novice. Конструкция очень удачная, круги поворачиваются идеально. А вот головоломка из Польши. Я не рискну произнести ее название. Прочитайте сами. Когда была произведена эта головоломка, мне неизвестно. Но я предположу, что это вторая половина 80-х годов прошлого века. Мне непонятно, несут ли какую-то функциональную нагрузку сквозные отверстия. Выглядят они необычно. Вращение кругов идеальное. Эта головоломка была сделана в качестве приза для голландской версии конкурса Kangaroo Mass 2008. Я не знаю, какое отношение к конкурсу имеет этот буклет, но головоломку я приобрел вместе с ним. В буклете напечатана статья о головоломке. Вот вариант головоломки от Binary Arts. Вращается не очень хорошо, но, возможно, смазка сможет это исправить. В начале ролика я сказал, что покажу головоломки, которые были выпущены серийно. Но все-таки одно, точнее 3 исключения я сделаю. Эти 3 головоломки изготовлены методом лазерной резки. Я приобрел их несколько лет назад на Etsy. Автор-изготовитель этих головоломок Дуглас Энгл. Несколько лет назад, еще до покупки этих Magical Gear, я изготовил для себя реплику. Мне пришлось изрядно потрудиться для того, чтобы добиться приемлемого вращения кругов. Здесь, как видите, круги вращаются очень хорошо. Автором головоломки Теза является Дэвид Питчер. Оригинальное название головоломки Edge of Infinity. Как видите, здесь забандажены, соединены вместе некоторые плитки. На плитке нанесена нелинейная расцветка. Первоначально, до того, как она появилась в моей коллекции, я скептически отнесся к этой головоломке. Но потом получил ее и начал решать. В итоге головоломка мне очень понравилась. Рекомендую к приобретению. Эта головоломка будет интересна как для коллекционеров, так и для решателей головоломок. Головоломка Трио была изготовлена в Молдавии.
Мне неизвестен год производства, но я предполагаю, что это или конец 90-х, или начало 2000-х годов. У головоломки красивая и функциональная упаковка. Надписи сделаны на двух языках – румынском и русском. Головоломка двухсторонняя, расцветка на сторонах немного отличается. Эта головоломка называется Кохан Циркл. Она была запатентована в 1986 году и, судя по всему, примерно в эти годы изготовлена. Автор головоломки – Хушанг Кохан. Вместе с головоломкой поставлялся подробный буклет. Кстати, интересно, что первоначально в буклете головоломка была названа Magic Circle Puzzle. Но потом это название с помощью наклеек изменили. Продавалась ли головоломка с первоначальным названием, неизвестно. Конструкция у головоломки не очень удачная. Вращаются круги очень хорошо, но поверхность гладкая, поэтому сделать поворот сложно. В 2013 году в Венгрии была выпущена головоломка Мандорла. Это упрощенная версия Кохан Циркл. Головоломка очень толстая. Это самая толстая из известных мне головоломок с пересекающимися кругами. Круги поворачиваются с трудом. Уже после съемки видео я произвел смазку головоломки, и вращение стало идеальным. В 1995 году Сергеем и Александром Багдасаряном была запатентована головоломка Лотика. У меня нет ее в наличии. В конце этого ролика в разделе отсутствующих у меня головоломок, которые разыскиваю, я разместил изображение Лотика. Немного позднее было выпущено несколько небольших головоломок с идентичным механизмом. Головоломка получила название Turn Push. У меня есть в наличии 4 варианта этой головоломки, а всего их было выпущено больше 10. Рожкей был изобретен Олегом Рожковым и запатентован в 1999 году. Было выпущено 3 варианта головоломки. Головоломка компактная, но несмотря на это, круги поворачиваются очень хорошо. В начале 2000-х годов были выпущены вот эти 2 головоломки. У головоломок было несколько разных названий, но в основном эти головоломки называют Mad Triad и Handy Mad Triad. У Handy Mad Triad очень интересная конструкция.
Я такую конструкцию больше нигде не встречал. Для поворота круга нужно повернуть конец пальца. Несмотря на простой внешний вид, мат-триад имеет сложный механизм, который фиксирует плитки на месте. Не рекомендуется разбирать мат-триад. У него много сложных деталей и несколько пружин, что затрудняет его повторную сборку. Если спросить у любителя головоломок, с какой компанией сегодня ассоциируются головоломки с пересекающимися кругами, то почти наверняка будет названа компания Very Puzzle. Эту известность Very Puzzle получила за серию головоломок Гераниум. Вот самая первая версия головоломки. Всего впоследствии было выпущено более 10 вариантов с разным количеством и расположением кругов, а также разных расцветок. Но у меня в коллекции только две головоломки. Вторая головоломка Гераниум Mini Plus. Не знаю, с чем это связано, но круги в головоломке с двумя кругами поворачиваются гораздо лучше. Кроме головоломок Гераниум, было выпущено еще несколько головоломок. Головоломка Элиак была изобретена и впервые изготовлена Галином Ивановым из Болгарии. А вот две головоломки, которые придумал и впервые изготовил я, Дмитрий Андреев. Головоломка Неон. Головоломка не очень сложная для решения, что совсем неплохо, и имеет яркий и запоминающийся дизайн. На мой взгляд, изготовитель очень хорошо подобрал цвета деталей, чтобы они соответствовали названию головоломки. Для того, чтобы решить головоломку, необходимо не только восстановить первоначальную расцветку, но и правильно расположить буквы, из которых складывается название головоломки. Головоломка Алгол. Это одна из моих первых и до сих пор одна из любимых головоломок. Оскар ван де Вентер, наверное, самый известный современный изобретатель головоломок. В его портфолио есть в том числе немало головоломок с пересекающимися кругами. Одна из них была выпущена компанией Think Fun под названием Moon Spinner. Оригинальное название у головоломки Moonshine. Мне очень нравится легко узнаваемый, тонкий, воздушный дизайн головоломок от Оскара. Но вот вращение кругов у этой головоломки, к сожалению, далеко от идеала.
Дальше я хочу показать вам не одну, а целый конструктор головоломок. Узнаете? Да, это те самые кольца Боромео из ротоскопа. Я напечатал на 3D принтере тонкие накладки, которые превратили твидлер в ротоскоп. Головоломка состоит из магнитного основания, на котором располагаются съемные черные или цветные детали. Поворот осуществляется с помощью специальной ручки. Повороты очень плавные. Как видите, если не учитывать расцветку, то твидлер – это тройной Кохан-циркл. К головоломке приложен красочный буклет с заданиями различной степени сложности. Было выпущено несколько вариантов головоломки твидлер с разным количеством и расположением кругов. Мне очень нравится эта головоломка, и я рекомендую вам приобрести ее. А в конце я хочу показать вам две головоломки, в которых, на первый взгляд, отсутствуют пересекающиеся круги. Обе головоломки были произведены в СССР. Вертушка. Без объяснения сложно понять, как управляться с этой головоломкой. По периметру головоломки располагается резиновое кольцо, которое стягивает детали между собой. Для поворота нужно немножко растянуть кольцо, а потом повернуть круг. Гамма. Было выпущено множество разноцветных вариантов этой головоломки. Круги в этой головоломке располагаются под крышкой, поэтому не видны. Под крышкой расположены 5 пересекающихся кругов, 4 по углам и 1 в центре. Загадкой для меня является вот этот болгарский экземпляр гаммы. Если предположить, что 92 это год производства, то к тому времени Советский Союз уже распался. На обратной стороне упаковки описание головоломки на 4 языках. Вот, пожалуй, все, что я хотел вам показать вживую. Кроме этого, мне недавно посчастливилось приобрести Whirling Plate, но я еще не получил эту головоломку. В конце я покажу отсутствующие у меня головоломки, которые я разыскиваю. Если у вас есть какие-то из этих головоломок, то я с удовольствием их у вас приобрету или на что-нибудь обменяю. Во-первых, мои любимые ротоскопы. В Испании были выпущены две красивые головоломки. Орион и Аруслоки. И я хотел бы найти оригинальную Лотика.